Я феминистка, и я не ненавижу мужчин. Вы назвали себя феминисткой. Кто такая женщина? Почему ты хочешь знать? Мне бесконечно любопытно. А кто такой мужчина? Ты на него смотришь. Ты говоришь такие вещи, потому что пытаешься зацепиться. Ты же феминистка. Разве ты не должна сказать мне, кто такая женщина? Я феминистка. Разве это не важно для феминизма? Кто такая женщина, которую вы пытаетесь продвигать и защищать? Разве это не является неотъемлемой частью феминизма? Кто такая женщина, это единственный способ, с помощью которого ты можешь одержать верх над всеми остальными. Почему для тебя так важно определять вещи в определенных категориях? Как это тебе помогает в повседневной жизни? Какие еще есть категории в человеческом роде, кроме мужской и женской? Я думаю, что категоризация обычно бесполезна, когда мы пытаемся улучшить общество, верно? У меня XY хромосома. Ладно. Могу ли я родить? Нет, не можешь. Бинго! Вот почему категоризация имеет значение. Меркантильность Что на проявляется. меркантильность? Вот сколько ты зарабатываешь? Много, 1100. 1100 в месяц? Да. То есть ты меня сможешь удержать на 100 тысяч? Ну, зарабатывай сама, почему я должен тебя задержать? Так, хорошо. Если, допустим, я буду твоей девушкой, ты сможешь мне купить iPhone? Зачем? Потому что мне нужен iPhone, у меня... Зачем покупать сейчас iPhone? Есть офигенная тема, можно брать айфоны по подписке. Просто каждый... То есть ты мне предлагаешь платить за подписку, iPhone ты мне не купишь? Иди. Мне парень подарил на 8 марта вот такой цветок и вот такой подарок. Я даже не знаю, что это. Пахнет как дешевое мыло. Что мне делать? Мне просто нравится причинять боль женщинам и манипулировать ими. Я так извращаюсь. Зачем ты это сделала? Ты хочешь причинять боль женщинам? Манипулировать. Манипулировать. Да, для твоей выгоды. Да ладно. Потому что женщины слабые и не способны думать за себя. Чувак, как он собирается выпутаться из этого? Давай избавимся от этой кнопки. Давай поговорим о голосовании, о том, почему женщины не должны этого делать. Я хочу поговорить о женском избирательном праве. Избирательном праве? Хорошо, я сейчас вытащу оттуда, сейчас вытащу. Ага! Ты говорила о том, что женщины делают гораздо больше, чтобы подготовиться к свиданию. Делать прическу, макияж, маникюр, а парни просто стригутся и принимают душ. Не, если парень приглашает девушку на свидание, и она находит его привлекательным, она находит его ценным. Он уверен в себе, и у него есть игра, и все такое прочее. И она соглашается пойти с ним на свидание. Он готовился к тому, чтобы стать таким мужчиной годами. Все, что нужно сделать женщине, это нанести макияж и просто прийти на свидание. Парень должен работать над своей карьерой, чтобы иметь возможность пригласить вас на хороший ужин. Если вам нравятся стройные парни, ему придется провести годы в спортзале, работая над своим телосложением. Он должен добиться чего-то, чтобы стать успешным и уверенным в себе. Это годы работы над собой. У меня вопрос вот какой. Интервью вашей афиши 2019 года. Вы пишете: я всегда была феминисткой. Просто не знал, как это называется. Вы с детства феминистка в этом вопросе? Да. Скажите, пожалуйста, как бы прокомментировали вот такую цитату? Мое мнение о феминистках хорошо раскрыл ансамбль Христа Спасителя в песне «В сраку ебать феминисток». Это чья цитата? 2009 Ваша, года, да? моя. Да. Причем ироничная. 2011 Да. года. Вы считаете, это ироничная цитата? Да, это ироничная цитата. Мгм. Давайте Несчастные процитируем. телки рано или поздно сатанеют и превращаются в феминисток. Это ваш цитата? Все правильно, да, это моя цитата. Вы знаете, это уже... Я об этом целую книгу написала, Не, о я том, же не как я читал была вашу книгу. мизогинкой. Зарина, а вы в каком случае были настоящие? В афише 19 года, когда говорили о том, что вы были с детства феминисткой? Или вот здесь, когда ебать сраку феминисткой? Наша знакомая Онифанка удаляет свой аккаунт. Ее спас сам Иисус Христос. 4 года назад я создала свой OnlyFans, потому что я думаю, что это было действительно из чистого бунтарства. Честно говоря, я настолько независимый человек, что никогда не чувствовала потребности в мужчине, который бы меня обеспечивал. Так что я начала OnlyFans около 4 лет назад, и я забралась на вершину 0,01%. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться. Я говорю, что дьявол действительно может дать вам многое в этой жизни. Я встретил человека, который теперь мой партнер, и он действительно показал мне Божью любовь. Теперь я все отдаю ради Христа. Теперь я верующая. Я никогда не верну все назад. Бог радикально спас меня от этой тьмы. Жаль, что я не смогу ее больше озвучивать.
Ухаживают за мной сейчас 3 девчонки, водят меня в рестораны, дарят подарки. Я выбираю, смотрю, у кого более серьезные намерения, кто из них больше способна взять ответственность за меня. Тут такая ситуация, прям проверка для них всех. Я решил переехать в другую квартиру, и мне понадобилась помощь с переездом, ну, элементарно, да, там, вещи перенести, сумки потягать. И я их всех троих прошу помочь. Они сначала все согласились, говорят, да, типа, поможем. Потом, когда день переезда наступил, у одной машина сломалась, другой на работу нужно было срочно поехать, у третьей тоже какие-то непредвиденные дела. Я вам, знаете, мужчина, что хочу сказать? Что женщины проявляются в поступках, а не в словах. Говорить может каждая, а вот реально взять, приехать и помочь, походу, никто. Разрыв оплате существует? Мне кажется, тебе промыли голову. Это мне промыли голову? От женщины ожидают определенного поведения. А от мужчины разве не ожидают определенного поведения? Да, ждут. Женщинам легче построить бизнес в Америке. Мы имеем льготы при получении кредитов. Буквально только потому, что мы женщины. Женщины составляют большинство выпускников колледжа, и жизнь женщины, как мне кажется, в некотором смысле это жизнь в легком режиме, если вы играете корпоративную структуру. У них есть программы по расширению прав и возможностей, которые не допускают мужчин, тем более белых натуралов. Многомиллиардные корпорации стремятся расширить права и возможности женщин. Ты думаешь, что мне промыли мозги? Ты можешь так думать, но ты также поддерживаешь идеологию и даже не можешь привести ни одного примера, почему ты в это веришь, не говоря уже о том, чтобы дать этому определение. Вы просто наклеиваете этот ярлык, потому что это то, что вам сказали верить в обществе. Так что я думаю, это у вас промыты мозги. Не промыли мозги? Вы такая базированная. Спасибо. Штуку баксов или проведешь со мной весь день, что ты выберешь? Штуку баксов. Бабусики, Я потом проведу с тобой следующий день. А ты умный сукин сын. 5 штук баксов или ночь со мной, что ты выберешь? 5 штук прямо сейчас. Бабусики? Разумеется. 5 штук баксов, ха-ха. 5 штук баксов или одна ночь со мной? Черт. 5000. Чувак, ты слишком долго отвечал. Она все это делает для OnlyFans. Ты ничего не получишь. Она не для тебя. Ты думаешь, что парень предпочитает натуральные тела или БПЯ? БПЯ, 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 БПЯ. Я не обожаю эту фальшивую хрень. Мне кажется, что Джон Джонс сказал за большинство из нас мужчин, когда он прокомментировал этот пост. 100% ложь. А потом домой сгоняем. Я просто думаю, что ты слишком привязана к физическим и материальным вещам. И я думаю, что тебе нужно потрогать травку и помедитировать. К травке что? Тебя слишком беспокоят девушки из OnlyFans. Что с тобой? Подожди, ты сказала, что Наталья слишком привязана к физическому и материальному. Да, потому что если подумать... Но посмотри на все эти аксессуары, которые у тебя есть. Моя работа интеллектуальная. Я знаю. Ты продаешь свое тело. Я никогда не продавала себя. Я верю, что моя душа реинкарнирует в следующей жизни. Ты можешь реинкарнировать в утку? Да. Поп явно любит тарантиновские фильмы. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, Насколько ты оцениваешь себя? Минус 40. Минус 40? Это жестко, чувак. Ну, так оно и есть. Думаешь, другие согласятся? Разумеется. Мой лучший друга здесь. Он просто пошел и побрился на лысо ради меня, потому что у меня выпали все волосы. Этот парень все делает ради меня. Это я сделала? Да, ты разбила экран. О, боженьки, прости, детка. Так что мы просто поехали кататься на этом старом хламе.